morning. Amen. Amen. So it's great to be with you. Прекрасно быть с вами. And this morning we're going to be in the book of Mark, chapter 5. И этим утром мы погрузимся в книгу Марка, 5 главу. And it's an amazing passage. Потрясающий отрывок. And it's been such an awesome service. И была очень классная служба. Everyone has done such an amazing job. Все сделали такую классную работу. The welcome, Приветствие, the singing, пение. and so this is going to be exciting. Это будет очень вдохновляюще. Now we're going to read from verse 21 to 43. Мы прочтем стих со стиха 21 до 43. Now that's a lot of verses. Это много стихов. I think it's good for us to hear the Bible. Но я думаю, очень хорошо для нас слышать Библию. I hope you came this morning to hear the Word of God. Надеюсь, что вы пришли сегодня, чтобы услышать Слово Божье. And some preaching as well. И это тоже проповедь. Ameen? Аминь. And when we read this passage, И когда мы читаем этот отрывок, I really want us to dig into these two characters that we see. я хочу, чтобы мы вдумались в эти две личности, которые мы увидим. There's a character named Jairus. Есть личность, которую зовут посмотрим. And there's a sick woman. И есть больная женщина. And I want you to notice the differences between the two. Я хочу, чтобы вы заметили разницу между ими двумя. And Jesus' interactions, loving interactions with both of them. И Иисуса любящее взаимодействие с обоими из них. So let's just read in Russian 21. Да, я просто прочту с 21 по 43 стих. Когда Иисус переправился в лодке обратно на другую сторону озера, вокруг него на берегу собралась большая толпа. Тут пришел Иаир, вот кто это был, один из начальников синагоги. Он увидел Иисуса, пал к его ногам и стал умолять: «Моя маленькая дочь умирает. Приди и возложи на нее руки, чтобы она исцелилась и осталась жива». Иисус пошел с ним, а за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон. Там была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она натерпелась от многих врачей и стратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи. Напротив, ей становилось все хуже. Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к нему сквозь толпу и прикоснулась к его одежде. «Если я хоть к одежде его прикоснусь, то исцелюсь», — говорила она себе. Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена. А Иисус мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Он обернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики ответили ему: «Ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон. Что же ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?» Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала. Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду. Тогда Иисус сказал ей: «Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром и будь здорова от своего недуга». Пока Иисус еще говорил, пришли люди из дома начальника синагоги и передали: «Твоя дочь умерла. Зачем еще беспокоить учителя?» Но Иисус, не обращая внимания на их слова, сказал начальнику синагоги: «Не бойся, только верь». Он не позволил идти с ним никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Когда они подошли к дому начальника, он увидел смятение. Люди плакали и причитали. Иисус вошел в дом и спросил их: «Почему вы так скорбите и плачете? Девочка не умерла, она спит». Над ним начали смеяться. Но Иисус велел всем выйти, а сам с отцом и матерью девочки и своими спутниками вошел в комнату, где она лежала. Взяв ее за руку, Иисус сказал: «Талита кум», что значит: «Девочка, тебе говорю, встань». Девочка сразу встала и начала ходить, ей было лет 12. Все были сильно удивлены, но Иисус строго наказал им, чтобы никто не узнал о случившемся, а девочку велел покормить. Аминь. And so we see these two characters. Поэтому мы видим эти две личности. And there are some differences between the two characters. Есть, конечно, различия между этими двумя персонажами. Right, and if you're going to go next slide. Перейдем. And you see that one of them has a name. И мы видим, что у одного из них есть имя, and one of them does not have a name. и у одного из них нет имени. One of them is with people. He's a leader of a synagogue. Один из них с людьми, один из них начальник синагоги. And the other one is alone. И вторая одинокая. One is the leader of the synagogue, one is poor. Один лидер синагоги, другая бедная. Jairus probably was well off financially. Вера, наверное, нормально себя финансово чувствует. But the verse tells us that the woman had spent all she had on this sickness. Но есть стих, который говорит, что женщина потратила все, что у нее было на ее болезнь. And another difference is that he was
healing, he was trying to get his daughter healed, and this other woman was trying to heal herself. Еще одна разница, что он пытался исцелить свою дочь, но эта женщина пыталась исцелить себя. And the last difference is that one experienced a sudden event, and the other one, it was over years of pain. И еще одна разница в том, что одно из этих событий было внезапным, а другое были долгие годы страданий перед этим. Jairus, after 12 years of raising his daughter, Иаир после 12 лет, как он растил свою дочь, experienced a sudden sickness and death. почувствовал внезапную болезнь и смерть своей дочери. But this woman Но эта женщина, had 12 years of suffering, у нее было 12 лет страданий, confusion. смятений. And she's always going to the doctors, and it's not wrong to go to doctors, but it's just saying that this is what happened in her life. И она всегда вот пошла к докторам, она пыталась что-то исцелить себя. Это нормально ходить к докторам, но она пыталась понять, что же в ее жизни происходит. Don't twist these kinds of verses to say like going to the doctor is a lack of faith. Не нужно перекручивать эти стихи и говорить, что ходить к докторам это нехватка веры. The Bible doesn't teach stuff. Библия не учит такого. It's just saying that she was in pain Здесь говорится просто, что она была в боли. and suffering for 12 years. 12 лет. Now think about that. Подумайте. Think about your life 12 years ago. Подумайте о вашей жизни 12 лет назад. And imagine suffering something like this. И представьте что-нибудь такое испытать. And spending all you have, and slowly you just lose all your money. И просто медленно терять все, что у вас есть, все ваши деньги. Yet even after those 12 years, И даже после этих 12 лет, she still, when she heard about Jesus, когда она все равно услышала о Христе, she thought, He's powerful enough to heal me. она подумала, что Он достаточно силен, чтобы исцелить меня. If I could just touch His cloak, Если бы я могла просто прикоснуться к краям Его одежды. not even His body, just something that's attached to Him, Даже не просто к Его телу, но что-то, что просто на Его теле висит. I could be healed. Я бы исцелилась. That's amazing. И это потрясающе. But the other thing that we see is there's similarities between these two characters. Но другая вещь, которую мы видим, что есть также схожесть между этими двумя персонажами. They both had experiences of suffering. У них у обоих был опыт страдания. Obviously, we all experience pain and suffering Конечно, все мы испытываем боль и страдания. and intense loss. И потери сильные. But both faithfully went to Jesus. Но оба эти человека верно пришли к Иисусу. They went to Jesus with amazing faith. Они пришли к Иисусу с невероятной верой. And they didn't give up. И они не сдались. Jairus, he goes to him and Jesus is going to go heal the daughter, but then he gets news that she died. Иаир приходит к Иисусу, и он понимает, что Иисус собирается исцелить его дочь, но потом он получает новость, что его дочь умерла. But he sticks with Jesus. Но он все равно с Иисусом. And he saw Jesus do the impossible. И он видел, как Иисус делал невозможные вещи. And so my first point this morning is that Jesus pays attention to both of them. И мой первый пункт сегодня это, что Иисус обращает внимание на их обоих. We can go next slide. Следующий. Is that Jesus pays attention. Иисус обращает внимание. Notice how he gives both of these people attention. Заметьте, как он обоим из этих людей проявил свое внимание. Now they both have to go get it from Jesus. Да, конечно, им обоим нужно было подойти и взять это внимание у Иисуса. Jesus actually doesn't approach them, but they actually come to Jesus. Это не Иисус к ним подошел, но они пришли к Христу. So they still have to ask this. Но все равно нужно было спросить это, да, попросить. Now what's amazing though И что невероятно, is that несмотря на это, is that he with the woman he's not upset that she interrupted his journey. вот с этой женщиной он не расстроился, что она прервала его путешествие. But he feels the pain go out from him. Но The power. он почувствовал, что эта сила изошла из него. He's like, hey, who touched my cloak? И он говорит, эй, кто прикоснулся? Peter's like, what do you? The disciples are like, what do you mean? Everyone's like pressing up on you. Everyone's touching you right Он now. говорит, да, о чем ты вообще говоришь? Все тебя тут теснят, все толкаются. So all these different people had all this kind of contact with Jesus, Все эти разные люди, все они соприкасались со Христом. but she had a contact with him Но у нее был такой контакт с Иисусом, that was in faith, который был по вере. and he notices that. И он заметил это. So that means Это значит, that when you have a powerful contact with Jesus, когда у вас есть мощная связь с Иисусом, when you have faith in Jesus, когда у вас есть вера во Христа, you might be all alone, вы можете быть в одиночестве. but Jesus notices you. Но Иисус заметит вас. Jesus sees your life. Иисус видит вашу жизнь. And when you look to Him for attention, И когда вы ищете внимание у Него, when you look to Him for help, когда вы ищете у Него помощь, He can do amazing things. Он может сделать невероятные вещи. But in your life, Но в вашей жизни, where are you looking for attention? где вы ищете внимание,
Where are you looking for help? Где вы ищете помощь? Where has the world failed you? Где вас мир подвел? Where in life has it just not turned out the way you thought it would? Где в вашей жизни все случилось не так, как вы планировали, что это случится? Maybe there's some sin in your life Может быть, есть грех в вашей that жизни, you've just been trying to get rid of. которому вы пытаетесь избавиться, You just can't shake it. и просто не можете стряхнуть. And you read books, Вы читаете книги, you talk to friends at work, говорите с друзьями на работе, it's just not fixing it. и просто ничего не помогает. Or maybe you're just lonely, Или, может быть, вы просто одиноки, and you just go to the world. и вы просто идете в мир. Now the world will give me more attention. Думаете, что мир даст мне больше внимания. The internet likes me more than real people. Интернет любит меня больше, чем реальные люди. People talk to me more here, and you give up. И вы можете сдаться. But these people, Но эти люди, they look to Jesus. они шли к Иисусу. And Jesus was enough for them. И Иисуса для них было достаточно. So this morning, И этим утром I want you to think about that. я хочу, чтобы вы подумали об этом. And maybe you're like me, and maybe sometimes when you feel lonely, when you feel depressed, you point to other people as the problem. И может быть вы такие, как я. И может быть, когда вы одиноки или когда вы подавлены, вы просто вините других людей в этом. You just say, it's not enough. И вы говорите, этого недостаточно. People don't love me enough. Люди меня недостаточно любят. I don't get enough attention. Я не получаю достаточно I внимания. don't get enough recognition. Я признания не получаю достаточно. But do you look to Jesus for those things? Но ищите вы этого у Иисуса. When was the last time you had a quiet time on God's love for you? Когда последний раз вы проводили свое тихое время с Богом и ощущали Его любовь? Or you studied out in the Bible how God can use people that are somewhat outcast? Или когда вы изучали Библию, когда как Бог относится к людям, которые были отшельниками? Now this woman with this condition Вот эта женщина в своем состоянии, would have not been allowed around a crowd. ее бы не допустили просто в So толпу. she's actually breaking some rules by going up to Она на Jesus. самом деле нарушила несколько правил тем, что подошла к Христу. And so when he says, "Who touched me?" И когда он говорит, кто меня тронул, she would have freaked out. она бы, наверное, очень She would испугалась. have gone, "Oh no, Она бы подумала, о нет, he knows what I did." он знает, что я сделал. And then it would have been, and then he could have, maybe she was afraid he was going to say something about her sickness. И может быть она боялась, что он что-то скажет ей о ее болезни. But no, he just cares Но нет, он просто заботился, that she's coming to him, что она пришла к нему, that she had that faith что у нее была вера in his power. в его силу. And so my second point is that power comes from faithful contact in Jesus. Мой второй пункт, что сила исходит из верного контакта с Христом. Jesus' power comes out when she contacts him. Иисуса сила из него вышла, когда она прикоснулась к нему. Even just a cloak that's attached to Jesus. Даже просто к ткани, которая была на Иисусе. And it's the same thing with Jairus' daughter as well. И то же самое, конечно, с дочерью Иаира. He meets Jesus, Он встречается с Иисусом, and he goes to her, он идет к ней, and he says, "Get up," и он говорит, вставай. and she gets up. И она встает. But Jairus didn't have faith there. Но у Иаира должна была быть вера. Jairus had faith that this could happen. У Иаира была вера, что это может случиться. Now there are clearly some other people that thought it couldn't happen, Конечно, были же и другие люди, которые думали, что этого не может which случиться. is why in verse 35 they say, "Why bother the teacher anymore? Your daughter is dead." Вот почему в 35 стихе говорят, что зачем тревожить учителя? Дочь твоя умерла. And so it appears that there are some people around him that are like, "No, that's not realistic." И тоже выглядит так, что вокруг него были люди, которые говорили, не, это нереально. And Jesus is bothered by it. И Иисус, просто не нужно его отвлекать. But Jesus is not bothered by anybody. Но Иисуса никто не отвлекает. Аминь? Аминь. Jesus is not bothered by that. Иисуса не отвлекаем мы. And you know, when they come into a faithful contact with Jesus, Когда они идут на контакт веры с Иисусом, power flows. то сила из него вытекает. Now there's, an analogy for this. I remember with power plugs. И я помню аналогия, да, с этим. Я вот помню, как работает это с сетевыми адаптерами. You know, I remember I've had some, power plugs. Sometimes they break. Иногда вот эти блоки питания не ломаются. And have you ever been shocked by a socket? Вас когда-нибудь бил ток из розетки? Amen. Y'all say amen. Yes. And you know, if you've ever really been shocked, you remember that time. Если бы вас когда-нибудь бил ток из розетки, вы бы это запомнили. I remember one time
There was one that was a little bit broken, and I was trying to plug in this little broken prong thing. Я помню, что один раз, когда у меня был поломанный блок питания, я пытался как-то его вставить в розетку. My hand was a little bit close to the outlet. И моя рука была слишком близко к розетке. I'm trying to get it to work. Я пытаюсь его вставить, чтобы он заработал. Why is this not working? Почему не работает? And finally, I get it right. Наконец-то я вставляю But правильно. man, so does my finger. Но также и мой палец. And I just, wow, У меня просто... it's like the biggest shock I've probably felt from just a little outlet. Это, наверное, самый большой шок, который я когда-нибудь испытывал в жизни своей, просто какой-то розетки. I was like, oh my goodness. И я думаю, о боже мой! I do not like this. Мне это не понравилось. I gotta buy more expensive plugs. Мне нужно было купить более дорогой. The cheap ones shock me. Дешевые меня бьют только. But that's not the point. Но это не пункт. The point is that when you get the connection right, Смысл в том, что когда у тебя правильное соединение, that power happens. то эта сила начинает идти, ток, да, сила. And maybe you've had some experiences И, with может быть, Jesus. у вас были какой-то опыт такой с Иисусом. And people will say, no, I've been to church before. И люди могут говорить, что не-не, я в церкви уже бывал. People say, no, I've studied the Bible. Или я уже изучал Библию. People say, I know what that's all about. Я знаю, о чем ты говоришь. It doesn't work. Не работает. No, it works. Но это работает. Jesus works. Иисус работает. But you have to have the right contact. Но вам нужно просто правильный контакт с Ним. You have to have a faith-filled relationship with Jesus. Вам нужны отношения с Иисусом, которые наполнены верой. And if Jesus' power Если сила Иисуса can work through a cloak, может работать даже через одежду, a piece of clothing, просто кусок его одежды, how much more can he use you? насколько больше Он может вам дать. If Jesus' power can come through clothes, Если Иисуса сила может даже через его одежду выходить, not even a living thing, даже что-то неживое, how much more can Jesus use for you to do? насколько много может Иисус дать вам. And that's faith. И это вера. Faith is believing that his power can go through you. Вера в том, что вы верите в то, что его сила может идти через вас. That it can heal your life. Что она может исцелить вашу That it жизнь, can save you from your sins. может спасти вас от ваших грехов, But it can also save other people from their но sins. также может спасти и других людей от их грехов. Jesus not only just heals the sickness here, but he even raises the dead. Он не просто здесь исцеляет болезнь, но он также воскрешает из мертвых эту девочку. And yet I could doubt his power to even just provide for me. А я могу сомневаться в его силе просто, что она проведет меня через жизнь. To help me be a better disciple, help me be a better whatever. Что она просто позволит мне быть лучшим учеником или что угодно. Я могу сомневаться в этом. But when we have faith, Но когда у нас есть вера, and we go to Jesus with faith that he can do anything, и мы идем к Иисусу с верой, что Он может сделать все, he can do amazing things. Он может сделать невероятные вещи. But my last point is that faith comes from a spiritual perspective. Но третий мой пункт — это что вера исходит из духовного взгляда. Faith comes from seeing things the way that Jesus sees them. Вера приходит от того, чтобы мы видели вещи так, как их видит Иисус. You know, an interesting point in the passage Знаете, интересная есть мысль в этом отрывке. is verse 39 when he says, the child is not dead but asleep. В стихе 39 говорится, что девочка не умерла, но она спит. But we know from the book of Luke that she was dead. Мы знаем из книги Луки, что она реально умерла. Does Jesus not know? А Иисус этого не знал. No, Jesus does know. Нет, Иисус знал. But he sees things differently. Но Он видит вещи по-другому. He looks at things in a different way. Он смотрит на вещи под другим углом. Because he knows how powerful God's power is. Потому что Он знает, насколько сильна Божья сила. Jesus knows how powerful he is. Иисус знает, насколько Он силен. And so he has a different perspective. И поэтому у Него другой взгляд. That's why in verse 35, Вот почему в 35 стихе he says, don't be afraid, just believe. Он говорит, не бойся, только веруй. Because he knows that it's possible. Потому что Он знает, что это возможно. But these other people don't. Но эти люди не знают. And so we look at the world through a different perspective. И мы смотрим на мир с разных точек зрения. Through a different lens. С разными линзами. You know, there are, sometimes they do like 3D movies. Знаете, есть 3D-фильмы. Right, and sometimes I don't like them, they give me a headache. Иногда они не нравятся, потому что от них голова начинает болеть. But have you guys ever been to one of those? Но вы когда-нибудь были на 3D-кино? Amen. And you put on the glasses. И вы одеваете очки, да? And it's like amazing. И очень потрясающе. Right? But have you ever not had those glasses on? Но у вас когда-нибудь был случай без очков?
man, it's hard to look at. Это очень тяжело смотреть 3D без очков. What's going Ты on? думаешь, что происходит? Or if you ever had one of the glasses that were broken, then you got to get up and go get another one. Или когда у вас были сломанные очки, вам нужно было вставать и идти за новыми. Have you ever had that? Было такое? Maybe you haven't. I just get the broken ones, I guess. Amen. У меня просто сломанные. But and then it even hurts even more than just having them off, and it's like horrible. Но даже начинают болеть глаза больше, потому что ты их And снимаешь. it's confusing. Это просто сбивает с толку. But then when you get it right, Но потом, когда ты получаешь правильно, and you look at with the good и glasses, ты смотришь через правильные, it all makes sense. все приобретает свой смысл. It's amazing. И это потрясающе. Because that's the way it was created to be. Потому что это было создано для того, чтобы смотреть через эти очки. The creator of the movie made that, and they designed the movie to be with those glasses on. Создатель фильма так разработал этот фильм и эти все эффекты, чтобы их можно было увидеть только через 3D-очки. This world Этот мир was created by God. был создан Богом. And so when we look at things through Jesus' eyes, Поэтому, когда мы смотрим на вещи глазами Иисуса, when we look at our life through the lens of faith, когда мы смотрим на нашу жизнь через призму веры, we can live an amazing life. мы можем прожить невероятную жизнь. A life of adventure. Жизнь приключений. A life of things that we thought were impossible. Жизнь, испытывая те вещи, которые мы думали, что невозможно. But we have to have that spiritual perspective. Но нам нужен этот духовный взгляд. Now, when was the last time that you looked at your life from a spiritual perspective? Когда последний раз вы смотрели на вашу жизнь через духовную призму? You know, too many times, Знаете, слишком часто I've viewed my life я смотрел на свою жизнь, like it was just me and other people как будто есть просто я и другие and люди, the rest of the world. и остальной мир. And what I can struggle with И с чем я иногда борюсь, is putting God in the picture. это чтобы Бога в эту картину тоже помещать. Is putting God as a character in my life. Чтобы помещать Бога как персонажа в моей жизни. Really the main character in my life. И на самом деле главного персонажа в моей My жизни. Father. Моего Отца, My Creator. моего Создателя. But too many times we just think of all our life as it's just us and this person, us and these people. But it's, when was the last time you put God in that picture? Но очень часто да, мы можем думать, что наша жизнь это просто мы и вот этот человек, или мы, или вот эти люди. Но когда последний раз мы реально Бога вставляли в нашу картину жизни? Now there's a danger to the opposite of that. Конечно, есть также опасность противоположного. Some people just make it about them and God and forget everybody else. Многие люди делают просто, что это я, Бог, и забывают про всех остальных. That's just as bad as the other one. И это тоже плохо, так же, как и другой взгляд. And it's important that we understand that. И это важно, чтобы мы это понимали. But the point is Но мысль вот в чем. looking at our life from a spiritual perspective. Чтобы мы смотрели на жизнь через духовную точку зрения. Even in the Bible, Даже в Библии people forget люди забывают, that there's a main character in every one of these stories. что есть главный персонаж каждой истории из Библии. And it's God. И это Бог. If the people are not the main characters, it's God. Что люди это не главные персонажи, это Бог. And when you read the Bible with that understanding, И когда вы читаете Библию с этим пониманием, you start to build your faith. вы начинаете расти в вере. You don't look at these characters like it's just, oh, that person was awesome. Вы не просто смотрите и думаете, о, этот классный был такой персонаж. Because if you really look at the people, Потому что если вы реально смотрите на людей, all of them are pretty messed up. то все они достаточно испорчены, Except for Jesus. кроме Иисуса. They all have flaws. У них всех были недостатки. Joseph and his brothers, both totally messed up. Иосиф и его братья, все они облажались. Now Joseph suffered more, Да, Иосиф больше страдал, also lifted up more, но также более был вознесен. but God loved them both Но Бог их любил всех and saved them both. и спас их всех. I'd be a little bit upset if I was Joseph. Я был бы немножко расстроен, если бы я был Иосиф. Like I had to go through all this suffering. Мне нужно было пройти через все эти страдания. These guys just have a little bit of fear at one point in their life with the famine. Эти ребята просто немножко испугались вот в один момент своей жизни из-за голода, который накрыл страну. And then basically I saved them and then we're all good for the rest of our lives. Ну и потом я их спасаю, и все у нас хорошо на конец нашей жизни, до конца. But everyone's life is different. Но жизнь каждого отличается. That's another point of this passage. Это еще один смысл этого отрывка. Everyone's pain is different. Каждого боль отличается. Everyone's suffering is different. Страдания каждого человека отличаются. Everyone experiences loss in their life. Каждый испытывает потери в своей жизни. Some people that experience loss have a lot of people around. Многие, кто испытывает потерю, имеют много людей в окружении своем. Some people that experience loss don't have a lot of people around. У кого-то, кто испытывает потерю, нет никого вокруг.
Rich people experience loss Богатые люди теряют and suffering, и страдают. and so do people that are not. И также люди, которые бедные. But Jesus loves both. Но Иисус любит тех и других. Both of them can have faith. У обоих из них может быть вера. So we're giving you permission this morning Поэтому мы даем вам разрешение сегодня, to go to Jesus чтобы прийти к Иисусу with your pains, со своей болью, with your suffering. со своим страданием. Maybe you're going through something right now in your life that's been happening for a long time. Может быть, вы проходите в своей жизни через что-то, что уже очень долго происходит с вами. And you feel like no one cares. И может быть, вы чувствуете, что никому до этого нет дела. Maybe you're going through something that just happened Может быть, вы страдаете от того, что только что случилось, and you weren't expecting. и чего вы не ожидали. You just thought, I just didn't imagine that this could happen to me. И вы просто думаете, что я даже не представлял, что такое может со мной случиться. No matter which one of characters you are, И неважно, какой персонаж вы в этой истории, you can go to Jesus. вы можете прийти к Иисусу. Jesus notices. Иисус заметит вас. Jesus cares. Иисус позаботится о вас. And as we take communion this morning, И когда мы будем этим утром принимать причащение, I want you to think about that. хочу, чтобы вы об этом подумали. But how much Jesus is going through. То нас через что прошел Иисус? Not just for the wealthy, Не просто для богатых, not just for the poor, и не просто для бедных, but for everyone. но для всех. That He's known your whole life, Что Он знает всю вашу жизнь. what you were going to go through, Он знал, через что вам предстоит пройти. the mistakes you were going to make, Те ошибки, которые вы the допустите, things that were going to go wrong. те вещи, которые пойдут не так. And what if you saw them as just a time to build your faith? И то, чтобы вы просто посмотрели на это все, как на время, чтобы вырасти в вашей вере. A test of your perseverance. Чтобы это была проверка вашего терпения. And that you say, I'm not going to give up. Чтобы вы сказали, что я не сдамся. If Jesus can go through what He went through, Если Иисус мог пройти через то, что Он прошел, and I have access to that same Spirit, и у меня есть доступ к тому же самому Духу, the same Spirit that lived in Jesus is the same Spirit that lives in you. тот же Дух, который жил в Иисусе, тот же Дух живет в вас. And you have access to that. И у вас есть доступ к этому. That we go to Jesus with everything. И мы идем к Иисусу со всем в нашей жизни. Amen. Amen. Let's pray. Давайте помолимся. Father, Господь, we're so grateful for everything You've given us, мы так благодарны за все, что Ты нам дал. for Your pain, За Твою for боль, Your suffering за Твои страдания, that You bore on the cross что Ты понес на кресте for each and every one of us. за каждого из нас. And I thank You for being a God И я благодарен, что Ты мой Бог, that pays attention to us. что Ты Бог, который проявляет к нам внимание. God, You know every person in this room. Боже, Ты знаешь каждого человека в этой комнате. You know our strengths and weaknesses. Ты знаешь нашу силу и слабость. But God, with You, we are eternally strong. Но, Боже, с Тобой мы бесконечно сильны. I pray that we all recognize that. Я молюсь, чтобы мы все поняли это. And I pray that we come to You this morning with faith Я молюсь, чтобы этим утром мы пришли к Тебе с верой and a spiritual perspective и с духовной точки зрения on our life. на нашу жизнь. In Jesus' name I pray. Во имя Христа мы молимся. Amen.